Приветствую всех, друзья! В этом видео мы будем заниматься тем, что будем ускорять загрузку каких-либо сайтов, либо же каких-либо приложений. В общем, все то, где есть JavaScript. И ускорять мы будем минимум раза в 3-4 саму загрузку JavaScript. Делать мы это будем при помощи веб-пака. Все также будем пользоваться сборкой, которую мы писали на протяжении всего этого времени. Вот, ну и давайте начинать. Мы сейчас сначала поговорим про то, что такое сплиты, потом начнем непосредственно писать код, а в конце видео мы займемся небольшой оптимизацией, потому что я на самом деле текущей сборкой уже попользовался, и здесь есть что оптимизировать. Давайте начнем для начала со сплитов. А для того, чтобы понять, что такое сплиты, на самом деле поможет Photoshop. То есть смотрите, что у нас, какая у нас картина сейчас происходит. То есть у нас с вами есть какие-то библиотеки, да, то есть мы когда разрабатываем какой-то проект, у нас есть всегда какие-то библиотеки. То есть первая библиотека, которая у нас может быть, это, например, Vue.js. Давайте возьмем еще одну какую-нибудь библиотеку, например, Graphs.js, то есть для построения каких-либо диаграмм и каких-либо графиков. То есть у нас с вами есть две этих библиотеки. Но мы с вами знаем, да, то, что мы не можем просто взять и использовать текущие библиотеки. Потому что если мы, например, перейдем в код, то вот здесь мы подключаем с вами библиотеку Vue. А вот здесь вот мы с вами подключаем какой-то компонент под Vue.js. И здесь, если мы перейдем в Components, то у нас есть компонент example.vue. И происходит такая картина, что у нас с вами есть, так, сейчас, то, что у нас есть с вами какие-то библиотеки, и есть какой-то код, который пишем из-под этих, получается, библиотек. Да, то есть в данном случае это example.view, наш компонент. Ну и в принципе давайте просто здесь троеточие оставим. Вот происходит такая картина, то что мы под эти библиотеки пишем какой-то свой код. И что у нас в итоге получается? Давайте я даже маркер сменю. У нас происходит такая картина, что у нас текущие файлы, то есть Vue.js и какая-нибудь библиотека дополнительная, да, например, опять же Graphs.js, она будет весить порядка 1 мегабайта. А вот тот код, который мы пишем с вами самостоятельно, он обычно весит 25 килобайт. Ну, давайте для примера возьмем именно столько. Да, потому что, опять же, если мы посмотрим, то у нас вот этот вот компонент, он значительно маленький. Но если мы с вами перейдем в библиотеку Vue.js, да, ну, в принципе, да, даже далеко ходить не нужно, то она у нас весит значительно много. Вот он наш диск, да. Ну, в общем, я думаю, тут даже сравнивать не нужно. Тут и так понятно то, что библиотека Vue.js весит гораздо больше, чем наш файл example.vue. И какая у нас сейчас картина? У нас получается так, что мы на выходе отдаем пользователю один единственный файл, который называется у нас как app.js. И он в свою очередь весит 1.25 килобайт. И если мы, например, когда-нибудь решим обновить example.view, например, сменим viewMessage, который мы писали для примера, на viewMessage 2. То есть мы сохраняем этот файл, и у нас, по идее, файл app.js обновляется. И пользователь, который перейдет на текущий проект, ему придется по новой подгружать весь файл app.js. И он, получается, по новой будет подгружать 1 мегабайт. И это на самом деле не очень хорошо. Поэтому что мы можем с вами сделать в этой ситуации? Мы можем с вами вот эти вот библиотеки закинуть в отдельный файл, который мы назовем с вами как vendors.js. А текущий код, который мы, соответственно, пишем из-под этих библиотек, мы закинем в файл app.js. И что здесь произойдет? Как уже можно догадаться, текущий файл будет весить 1 мегабайт. Да, этот файл будет весить 25 килобайт. И, соответственно, когда мы сменим какой-то вот, например, точнее какую-то строчку кода, например, в example.view, либо же в каком-то файле JavaScript, то в такой ситуации
текущий файл останется неизменным. А вот текущий файл пользователю, да, то есть конечному пользователю, которому мы это все отдаем, ему придется докачать. И вот за счет этого и происходит оптимизация. Когда текущий пользователь вместо того, чтобы скачивать все вместе, он качает только то, что ему необходимо. Да, то есть, например, только файл app.js. На самом деле мы можем с вами пойти еще дальше и, например, весь наш код расплитить еще на отдельные части. То есть, да, если представить то, что у нас проект достаточно большой, у нас есть какой-нибудь там личный кабинет, еще какие-нибудь файлы и так далее, то мы с вами можем сделать, да, дополнительные файлы. Например, с логикой под личный кабинет. Да, потому что, опять же, личный кабинет, он может быть достаточно большим. Он может весить, да, и порядка 1,5 мегабайт. И зачем тогда вот этот вот код, да, который мы пишем под личный кабинет, качать пользователю, который вообще пришел там, да, например, на страницу блога и решил вообще прочитать, да, какую-то статью. Он не хочет вообще заходить в личный кабинет, и ему, соответственно, вот эти вот 1,5 мегабайта качать не нужно. Да, и то есть это более продвинутая тема сплитов. Мы с вами с ней, по крайней мере, в этом видео разбираться не будем. Мы с вами разберемся с вот этой вот схемой. А для начала что нужно сделать? Это скачать текущую сборку, да, то есть можно опуститься ниже, вы можете посмотреть, что требуется для ее установки, какая структура проекта, тоже можно здесь посмотреть. Если вам нужен код отдельно от текущего видео, то он будет здесь. Да, то есть здесь есть отсылка на видео и исходники к текущему видео. Вот, ну и давайте начинать. Я запустил текущую сборку, просто прописал npm run dev и, в принципе, больше ничего не делал. Что нам нужно сделать? Для начала нам нужно эту сборку остановить, потому что мы будем с вами писать в файле конфигурациях Webpack. А когда мы изменяем файлы конфига Webpack, то сборку, ну то есть dev-сервер нужно всегда перезагружать. Это тогда, когда мы устанавливаем какие-то библиотеки, да, нам тогда уже сервер перезагружать не нужно. Что мы можем сделать сейчас, как самый базис? Для начала, да, давайте вспомним, что у нас здесь есть. У нас есть с вами entry, то есть точка входа, да, наш главный файл JavaScript. И вместе с тем у нас есть output, то есть точка выхода. Соответственно, здесь мы можем либо подключать дополнительные файлы и в них описывать да, те библиотеки, которые мы хотим использовать под vendors, либо мы это все с вами можем дело автоматизировать. Вариант с автоматизацией, он немножко тяжелый, но в будущем он сэкономит больше времени, поэтому давайте мы воспользуемся именно вариантом с автоматизацией, да, чтобы за нас это все автоматически делал Webpack. Для этого мы пропишем новые свойства, такие как optimizations. Optimization, вот таким вот образом. Далее нам нужно указать split chunks, да, о том, что мы хотим сделать split чанков. И далее нам нужно сделать cache group. Да, то есть некий объект, который мы будем как раз таки кэшировать, то есть кэш-групп. Здесь просто у нас в перспективе может быть настройки не только для JavaScript, но и для CSS. Мы с вами применим и те, и другие одновременно. Единственное, здесь нам нужно groups написать, потому что у нас групп может быть несколько, поэтому множественное значение. Вот, далее нам нужно создать vendor, да, потому что, ну, как мы уже знаем, у нас все будет называться vendor, соответственно, нам нужно будет прописать имя мы пропишем одноименное, только напишем как vendors. Далее нам нужно сделать сам chunks. Единственное, буду таким образом копировать, чтобы не ошибаться. Вот, далее мы укажем здесь то, что нам нужны все чанки. Вместе с тем нам нужно будет с вами добавить регулярное выражение. То есть регулярное выражение точно такое же, как мы писали здесь. Давайте мы его скопируем. Единственное, то есть у нас будет логика такая, что у нас все то, что мы импортируем из Node Modules, будет попадать как раз-таки в файл vendor, точнее vendors. Да, то есть если мы посмотрим в index.js, то здесь мы с вами импортировали view, мы его импортировали из Node Modules. Если мы с вами заглянем точно так же в store, то здесь у нас есть точно так же Vuex, который у нас также идет из Node Modules. Соответственно, все эти библиотеки мы с вами подключаем из Node Modules, и они по логике будут храниться у нас в vendors. А вот локальные файлы,
Да, то есть где у нас есть локальные файлы? У нас локальные файлы есть в index.js, например, файл common.js. Да, то есть у нас здесь ничего такого необычного нету, лишь стрелочная функция. Да, вот с этими файлами мы поговорим чуть-чуть попозже. И здесь нам нужно, соответственно, написать регулярку, которая будет забирать на все Snoop Modules и ложить все это дело в vendors. Далее один из обязательных параметров у нас будет enforce, который должен быть в состоянии true. Давайте регулярку кинем чуть выше, потому что так будет более логично, когда сначала идет имя, потом идет регулярное выражение. Теперь давайте все это соберем. Напишем npm run build, единственное build. И как мы видим, у нас все собралось. Теперь давайте откроем dist. То есть если у нас раньше в JavaScript хранился файл app, в котором у нас хранилось абсолютно все, да, то есть сейчас смотрите, у нас в app нету ничего лишнего. То есть у нас есть с вами лишь вот этот вот компонент example.view. А если мы перейдем в vendors, то он у нас уже достаточно большой. Да, то есть у нас здесь есть наш код, который нам накидал Webpack. Вот он, Vue.js, и по идее здесь же должен быть еще Vuex. Да, вот он наш Vuex. Соответственно, теперь смотрите, у нас все раскидано. Да, то есть вот этот вот файл у нас будет неизменным. А вот файл app.js, он у нас будет меняться, потому что, да, опять же, мы будем менять вот этот вот код, то есть подключать сюда какие-то различные другие компоненты и так далее. Да, соответственно, этот файл будет меняться. Давайте теперь запустим команду npm run dev. Он нам сразу же открывает сервер, но давайте мы, в принципе, закроем эту вкладку. У нас уже есть текущая, у которой есть дисконнектор. Сейчас он нам все соберет. А вместо этого мы откроем View Page Source, то есть исходный код с текущей страницы. Итак, вот он нам все собрал. Смотрите, у нас все точно так же работает. Да, у нас, ну, message мы изменили на View Message 2. Да, но при этом, если мы обновим файл, точнее посмотрим в исходный код, у нас здесь в теге script автоматически появился, да, vendors. Он у нас идет раньше. Ну, в принципе, давайте мы в него даже заглядывать не будем, и так понятно, что там находится. И далее у нас идет файл app.js. То есть сейчас у нас есть четкое разделение. Но мы с вами упустили две вещи. То есть первая вещь в чем заключается? В том, что у нас нету хэшей. Потому что браузер работает так, что он нам эти файлы прогружает единожды. А потом он даже не подозревает о том, что мы их изменили. И для того, чтобы давать браузеру понимать, что мы этот файл поменяли, нам нужно прописывать здесь хэш. Как в vendors, так и в app.js. И то же самое нам нужно будет сделать с app.css. То есть это на самом деле первая вещь, которую нам нужно будет сделать. А вторая вещь, она заключается в том, что вот эти вот файлы нам Webpack конфигурирует автоматически. Да, и было бы неплохо писать их самому. Но опять же, тут все зависит по желанию. Либо, просто видите, здесь у нас на выходе этот файл есть, а вот если мы посмотрим в index.html, то мы этим не заморачиваемся, и мы CSS и JavaScript даже здесь не указываем, он нам это делает автоматически. В общем, посмотрим, что будет по времени. Может быть, в этом видео с этим разберемся, может быть, в следующем. Сейчас давайте пока что разберемся с хэшами. В общем, что у нас есть по хэшам? Здесь нас интересует файл output, да, где у нас есть name. И здесь смотрите, как мы можем указать хэш. Мы можем просто взять и написать здесь хэш. Да, либо таким образом, либо через точку. Общепринято писать хэш через точку, так как так намного удобнее сверять и менять, нежели чем делать это, например, через дефис. Вот, точно так же хэш мы должны будем указать в CSS, потому что на CSS у нас точно так же сейчас работают сплиты. Поэтому здесь, где мы указывали в CSS name.css, давайте точно так же укажем хэш. Опять же, текущий name ссылается на ярлык, да, то есть ярлык в данном случае у нас это app, а текущий ярлык для vendor это текущий name. Да, то есть vendors. Теперь давайте мы остановим сервер и наберем npm run build. Хотя давайте мы лучше запустим npm run dev для того, чтобы в этом убедиться.
Итак, вот он нам все собрал. Давайте мы посмотрим в исходный код. То есть, да, вот он наш код раньше, который был в Vendors и App.js. И сейчас, как мы видим, ну я просто обновил страницу, и у нас теперь есть хэши. Хэши, по которым браузер будет понимать, обновился ли у нас файл или он остался неизменным. При этом, да, у нас все точно так же работает. Вот мы, в принципе, с вами и разобрались с Vendors для различных библиотек, и у нас с вами еще кое-что осталось. Да, то есть там в Photoshop мы говорили о том, что у нас может быть какой-то код для личного кабинета. Ну, опять же, в пример. Так вот, тот код, он уже будет не из Node Modules. Тот код мы будем писать, да, в JavaScript. Например, у нас здесь будет какая-нибудь папка «Личный кабинет», и здесь будет огромное количество файлов под этот личный кабинет. Да, в таком случае что нам нужно будет сделать? Нам нужны будут две точки входа. То есть, если мы посмотрим здесь, то у нас есть файл entry, точнее объект entry, в котором есть как раз-таки параметры как app. И вот здесь мы как раз-таки ссылаемся на нашу константу path и на объект src. И здесь он нам конфигурирует path как src, то есть, да, здесь в принципе что может быть? Да, здесь может быть src, далее файл index.js. Но index.js мы опускаем, потому что он сам понимает то, что мы ссылаемся на index.js. Вот, поэтому для нового файла, да, давайте назовем его, например, хотя давайте назовем его сразу lk, да, например, личный кабинет. Мы должны будем уже дописывать здесь, да, как lk.js. Но мы с вами таким образом указать это не можем. Да, нам нужно писать в ES6, ссылаясь на path.src. Здесь же нам нужно будет ссылаться на файл в таком случае как lk.js. Ну, давайте мы его создадим. То есть в src помимо главного файла у нас будет файл lk.js. Опять же, lk это просто для примера. Да, то есть сейчас мы с вами делаем две точки входа. Первая точка входа это index.js, то есть тот файл, который у нас должен быть, да, например, на главной странице. А вот второй файл у нас пускай будет, да, какой-нибудь, например, личный кабинет. Да, например, lk. И здесь у нас, в принципе, точно так же может быть какие-нибудь импорты. Да, например, импорт файла какого-нибудь из JavaScript, где у нас будет файл lk и дальше, да, какой-нибудь файл index.js, опять же, который мы опускаем. И вот далее в нем уже будут различные импорты для логики личного кабинета. И смотрите, что в таком случае у нас произойдет. Да, давайте мы с вами подключим через npm run dev. Итак, вот он нам все собрал. Единственное, он говорит, что fail to complete. Так, скорее всего, что-то неправильно webpack base config написали. Ну да, мы ссылались с вами на assets. Вот опять же, надо было самому все писать, вместо того, чтобы копировать. Давайте пересоберем проект. Ну, кстати говоря, здесь может быть не только, да, личный кабинет. Здесь может быть, да, просто личный кабинет я в пример привел. Здесь мы можем точно так же, да, какие-то большие, то есть емкие файлы, когда у нас, да, главный файл JavaScript весит достаточно много, то по-хорошему будет его разбить. А дальше вообще еще можно будет асинхронную подгрузку JavaScript прикрутить, чтобы один файл JavaScript не дожидался, да, пока подгрузится предыдущий. Но это опять же более продвинутая тема, но на будущее важно понимать то, что это могут быть не только файлы личного кабинета, но и какие-то файлы, да, вот отсюда, из общего файла JavaScript. Также, кстати, мы можем закомментировать эту строчку кода, потому что мы сейчас ссылаемся, да, туда, куда мы не можем, и lk мы точно так же можем обернуть в строковое значение, потому что иначе он нам будет искать переменную и выкинет ошибку. Вот, он нам говорит о том, что у нас build финишировал. И вот, как мы видим, у нас все прогрузилось. Здесь у нас есть в консоль логе значение 8 от common lk. И потом, как можно было заметить, то, что чуть-чуть позже появилась надпись lk из личного кабинета. И если мы посмотрим исходный код, то здесь у нас помимо да, общего файла vendors у нас есть еще и app.js, и вместе с тем у нас есть еще и lk.js.
Да, и в принципе вот этот вот LK.js мы можем подгружать только, например, в личном кабинете. Да, не подгружать на главном. Либо же текущий LK.js опять же может быть просто разбитым файлом app.js, потому что так делать более правильно. В случае, если app.js является большим. Итак, давайте сейчас рассмотрим тот вариант, когда мы, например, захотим этот линк написать не в главный файл, а, да, например, прямо здесь в index.html. Да, то есть прямо здесь написать линк, далее, да, ссылаться на CSS и так далее. Потому что если мы сейчас это сделаем, то можно заметить то, что у нас линк попросту дублируется. Поэтому что нам нужно сделать, чтобы этот линк работал, а тот линк, который создавался раньше, отключался. Для этого мы должны точно так же перейти в Base Webpack Config, дальше перейти в HTML Webpack плагин. Здесь нам, кстати, хэш можно удалить, потому что по умолчанию он является как false, поэтому лишний раз нам это можно не указывать. А вот здесь нам нужно выключить inject. То есть inject это как вставка, да, и мы эту вставку выключаем через flag false. А теперь, если мы перезапустим наш файл, давайте, в принципе, дождемся здесь. Итак, вот он нам все пересобрал. То есть, смотрите, теперь у нас нету, да, JavaScript, и у нас есть CSS, только тот, который мы с вами подключили в index.html. Да? То есть, если мы его удаляем, то у нас здесь его точно так же нет. На самом деле, это полезный способ, да, например, то, как это можно совместить с Laravel Mix и так далее. Вот, но мы сейчас сталкиваемся с вами с одной проблемой. Что нам делать с хэшем? Мы же не можем с вами каждый раз вот этот вот хэш сюда вписывать. Да, потому что он каждый раз генерируется по-разному. Поэтому что нам нужно сделать? На самом деле я открыл просто файл из документации HTML Webpack Template. И здесь у нас есть как раз таки синтаксис EJS. То есть EJS это шаблонизатор, который поддерживается текущим плагином. Да, единственное, где он там у нас. Вот он. Да, и соответственно, когда мы выключаем inject, нам так или иначе нужно получать CSS файл с корректным кэшем, либо же JavaScript файл. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем, в принципе, взять и скопировать, да, вот эту вот строчку. Давайте мы ее продублируем и вставим сюда. То есть здесь нам как раз-таки нужно пройтись форум через HTML файл CSS и вытащить здесь каждый CSS, исходя из переменной. Да, то есть это просто некий JavaScript. Если мы сейчас эту строчку вставим, то у нас формально ничего не изменилось, да, но здесь у нас поменялся с вами хэш. Вот. Также что мы можем сделать еще? На самом деле, давайте прямо это же скопируем, чтобы не искать там на JavaScript. Вот, и здесь в баде мы с вами сделаем то же самое, единственное... Хотя нет, давайте лучше мы найдем, потому что... Да, вот оно. Потому что нам бы пришлось бы линк менять. Вот, и сейчас мы получаем с вами эти два JavaScript. То есть я JavaScript с LK убрал. Вот, то есть таким образом мы можем с вами вытягивать нужные нам скрипты. Вот, в принципе, да, здесь мы можем использовать просто файл CSS. Но здесь смотрите, в чем заключается проблема. Он нам подтянет все файлы CSS. Если у нас их тут будет несколько, да, то тогда здесь будет огромное количество путей. Чтобы избавиться от этого, здесь мы можем работать, да, как с обычным массивом, потому что вообще на самом деле это массив. И если мы указываем здесь нулевой элемент, да, то у нас откроется просто первый файл CSS. Да, если мы здесь укажем, например, первый, то это будет второй, но в данном случае у нас второго нету, поэтому у нас ничего не вывелось. Вот, поэтому здесь, конечно же, лучше точно так же использовать for. Также на самом деле мы можем еще с вами использовать, например, тайтлы, например, фавиконки, да, то есть мы можем что-то в таком духе указывать, да, там, где у нас тайтл. Давайте я вставлю это чуть выше. Да, то есть мы ссылаемся на option title. Option title мы должны указать здесь, да, то есть мы можем, в
принципе, сразу же после file name указать title и, например, указать его как webpack template. Да, и в такой ситуации у нас этот title будет браться именно отсюда, да, и выводиться здесь. В случае, если у нас его не будет, да, он не будет задан здесь, то в такой ситуации у нас выведется webpack app. Да, а старый мы можем, в принципе, удалить. Здесь уже все на ваше усмотрение, то есть, да, если вам будет удобно использовать синтаксис от EJS в этом плане, то вы можете это сделать, да, без каких-либо проблем, используя все таким образом. Кстати, здесь мы можем, да, делать true и вместе с тем, да, точно так же использовать сам title, то есть выводить его здесь. Вот, поэтому это уже на ваше усмотрение, я лишь показал способ того, как это можно сделать. Кстати, нам нужно перезапустить сервер, поскольку мы с вами лазили в настройках Webpack конфигурации. Вот, я оставлю все, как и было до этого, когда он создавал автоматически, но здесь важно иметь в виду то, что это все можно настроить, да, вот таким вот способом через EJS и выключив inject, который работает по умолчанию. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить ему лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, потому что с этим колокольчиком вы будете получать уведомления о всех новых видео на канале. Также вы можете написать в комментариях, что вы думаете по этому видео, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. И также вы можете поддержать канал на Патроне. Поддержка начинается от $3. Это буквально чашка кофе, за что я вам буду как раз таки благодарен, и благодаря как раз таки вам будет выходить новые видео на канале. С меня также эксклюзивные плюшки, а также уникальная информация, ну и в принципе обо всех преимуществах вы можете почитать здесь, на страничке Патрона. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.